Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и интересные слитки. На мой взгляд, это самая простая модель слитков. Вяжутся они очень легко, но смотрятся при этом очень красиво и интересно. Для вязания данных слитков нам понадобится пряжа. В мастер-классе слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет 49% шерсти и 51% акрила. И метраж здесь идет на 100 грамм 240 метров. Для того, чтобы слитки смотрелись более красиво и эффектно, рекомендую взять два цвета пряжи, ну и желательно контрастного цвета, так, чтобы это смотрелось ярко и красиво. Данные слитки мы будем вязать вот таким вот ровным полотном. В конце нам останется только сшить их, сделать обвязку и декор. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер 38-40. Перед тем, как приступать к вязанию, давайте вначале разберемся с принципом вязания слитков и какую деталь, сколько сантиметров вам необходимо провязать так, чтобы данные слитки вы могли связать на любой размер ноги. Если посмотреть вот эту нашу деталь, то можно увидеть, что наш следок состоит из трех частей. Центральная часть и две одинаковых боковых части. Размер наших слитков можно отрегулировать вот за счет этих боковых частей. Если данные слитки вы будете вязать на любой взрослый размер, то вот это количество петель, которые мы будем провязывать вот нашу центральную часть, я бы не меняла. Размер слитков я бы вот как раз таки регулировала вот этими боковыми частями. Если сейчас посмотреть, то наша центральная часть сейчас занимает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 желтых полос и 6 полос вот серого цвета. Так как, возможно, каждый из нас будет вязать из разной пряжи или плотность у нас будет отличаться, в этом случае я рекомендовала бы ориентироваться не на количество провязанных вот рядов, а на количество провязанных сантиметров. Поэтому давайте сразу измерим эту часть в сантиметрах. Вот смотрите, получается центральная наша часть 16 сантиметров. Теперь, если мы это все нарисуем вот на отрезке, то вот центральная часть у нас будет состоять из 16 сантиметров. Каждая из этих полос у нас провязана по 4 ряда. В процессе вязания обязательно я вам это все еще раз расскажу и покажу. Теперь нам нужно определиться с нашими боковыми частями, сколько нам нужно провязать их в рядах или в сантиметрах. Для этого нам нужно знать размер вашей ступни в сантиметрах. Здесь сейчас я вам вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру ноги какое количество сантиметров соответствует. Как я сказала, я в мастер-классе данные слитки буду вязать на размер ноги 38-40. Если посмотреть по таблице, я возьму среднее значение, это вот 39 размер у нас равен 25 сантиметров. Разница у них идет вот всего лишь полсантиметра, поэтому я беру среднее значение вот 25 сантиметров. Теперь я беру наши 25 сантиметров, умножаю на 2, так как если посмотреть на следок, вот она у нас идет по кругу. Вот это, допустим, длина у нас равняется 25 сантиметров, а нам нужно 2 таких длины. Соответственно, мы умножаем на 2. И это у нас получается 50 сантиметров. Так как узор у нас идет платочная вязка, он очень хорошо тянется, поэтому, чтобы слитки хорошо сидели на ноге, от вот этого числа, то есть 50 в моем случае, я отнимаю 6 сантиметров. И это у меня получается 44 сантиметра. То есть вот эту полосу я должна буду провязать 44 сантиметра. То есть дальше смотрите, от нашей общей длины, то есть 44, мы отнимаем вот сантиметры, которые мы отдали на нашу центральную часть. Как я сказала, для любого размера я рекомендую использовать это значение. Минус 16 сантиметров, и это у нас получается 28. Далее наши 28 мы должны разделить на две наших части, так как у нас есть одна боковая часть и вторая
такая же боковая часть. То есть, соответственно, каждая из этих боковых частей у нас будет равна 14 сантиметров. По этому же принципу вы сможете высчитать, сколько вам нужно связать эту полосу вот в длину на любой размер ноги. Теперь, что касается ширины. Ну вот лично на мой взгляд, это вот такая оптимальная высота слитков. То есть я не люблю сильно короткие слитки, так как потом, мне кажется, в процессе носки они будут спадать с пятки. То есть здесь вот высота слитков идет примерно до щиколотки. Поэтому, если эта высота вас устраивает вот до щиколотки, то ширину я рекомендовала бы делать где-то примерно 10-10,5 сантиметров. У меня ширина моего полотна равна, ну вот смотря как опять же замерить, вот как раз таки 10-10,5 сантиметров у меня она и получается. Поэтому, что касается ширины, то здесь я тоже бы рекомендовала ширину оставлять эту же для любого размера взрослых слитков. Разница у нас будет только вот в этих боковых частях. Исходя из вашего размера ноги, вот эта часть будет равна какому-то вашему числу, которое вы сможете самостоятельно высчитать. Итак, друзья, надеюсь, принцип вязания слитков вам понятен. Поэтому вот берем спицы 3 миллиметра, пряжу и приступаем к вязанию. На 2 спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, мы набираем 20 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны также первую кромочную петлю я снимаю. Далее все остальные петли до конца этого ряда я провязываю также лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. Это мы с вами закончили вязать второй ряд. То есть таким образом, провязывая все петли лицевыми и с лицевой, и с изнаночной стороны, мы должны провязать полоску вверх 14 сантиметров, или это у меня будет соответствовать 56 провязанным рядам. Более просто это будет подсчитывать по платочным вот этим вот дорожкам. Чтобы не запутаться, я всегда вот этот наборный наш край также считаю. Вот идет наш наборный край, и вот идет следующая платочная полоса. То есть вместе с этим вот наборным краем я сейчас буду провязывать, чтобы у меня было 29 платочных дорожек. С наборным краем у меня их уже 2. Итак, вот я провязала эту мою деталь до мыска. Необходимое количество рядов. Теперь давайте измерим ее в сантиметрах. Вот, как я и говорила, у меня получилось 14 сантиметров. И ширина моей детали получается 10,5 сантиметров. И теперь мы будем приступать к вывязыванию нашего мыска. Наш мысок мы также будем продолжать вязать просто ровным полотном. Единственное, мы сейчас берем ниточку контрастного цвета. В моем случае я буду использовать желтый цвет. Вязание вот держу лицевой стороной к себе. Ниточку основного цвета я не обрезаю. Просто продолжаю сейчас вязать этот ряд ниточкой желтого цвета. С лицевой стороны первую кромочную петлю, когда у нас будет идти смена нити, я провязываю вот лицевой петлей. И дальше все остальные петли до конца этого ряда я вяжу ниточкой желтого цвета, провязывая все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И вот в тот момент, когда я буду вязать эту полосу контрастного цвета, в изнаночных рядах петли я буду вязать изнаночными. Поэтому кромочную сняли, и все остальные петли до конца этого ряда мы вяжем изнаночными. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и вот видите, желтая полоса вот с лицевой стороны, она у меня получается вот просто лицевой гладью. Третий ряд мы также продолжаем вязать ниточкой желтого цвета. С лицевой стороны мы вяжем петли лицевые. Это мы вяжем третий ряд. Далее мы с вами вязание перевернем,
И с изнаночной стороны мы также продолжим вязать ниточкой желтого цвета, но в изнаночном ряду, в 4-м, эти петли мы будем провязывать изнаночными, так, чтобы вот с лицевой стороны у нас шла лицевая гладь. 4 ряда желтую полоску вот эту я провязала. Дальше вот вязание я держу лицевой стороной к себе, и вот сбоку я поднимаю вверх ниточку серого цвета. И теперь я вяжу полоску серого цвета. И дальше все остальные петли я вяжу вот ниточкой серого цвета, провязывая их лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше опять все петли я вяжу лицевыми. Так, чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Довязываем второй ряд до конца, провязывая все петли лицевые в изнаночном нашем ряду. Третий ряд мы также продолжаем вязать серой ниточкой. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше опять я вяжу все петли лицевые. То есть таким образом довязываем третий ряд, провязывая все петли лицевые, и 4-й изнаночный ряд мы также провязываем все петли лицевые. 4 ряда ниточкой серого цвета я провязала, вот у меня получилось 2 платочных дорожки. Дальше опять я поднимаю вот вверх ниточку желтого цвета, и следующий ряд я буду вязать вот ниточкой желтого цвета. И дальше все остальные петли я провязываю лицевыми в лицевых рядах, изнаночными в изнаночных рядах. То есть таким образом мы с вами должны провязать вот эти полоски. Они будут у нас состоять из 4 рядов. 2 лицевых и 2 изнаночных. Провязать нам нужно, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот у меня провязанных участков ниточкой контрастного цвета. Ну и, соответственно, вот эти вот промежуточные вот полосы основным нашим цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каждая из этих полос состоит из 4 провязанных рядов. Значит, желтые наши полосы мы вяжем так, чтобы с лицевой стороны у нас образовывалась лицевая гладь. То есть лицевые мы провязываем лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Далее переходим на ниточку основного нашего цвета. И ниточкой основного нашего цвета мы также вяжем 4 ряда, 2 лицевых и 2 изнаночных, но здесь мы и в лицевых, и в изнаночных рядах все петли провязываем лицевыми, так, чтобы у нас получались вот такие вот платочные дорожки. Итак, вот я вывязала вот эту часть мыска. Как я говорила, я провязала вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полос желтого цвета. Давайте сразу измерим эту часть. Вот в сантиметрах это у меня получается 16 вот сантиметров. Ниточку желтого цвета я вот обрезала. Теперь продолжать вязание мы будем ниточкой серого цвета. И теперь после того, как мы вывязали вот эту часть желтым цветом, мы сейчас должны связать ниткой основного цвета, то есть в моем случае это вот серый цвет, вот такую же полосу по размеру в обратном направлении, то есть после нашего мыска. То есть вот я провязываю первую кромочную петлю лицевой, так как у нас идет смена нити, и дальше все петли и в лицевых, и в изнаночных рядах я буду провязывать лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. То есть вот эту часть вяжем так, чтобы она у нас была вот как и вот эта часть до мыска провязана 14 сантиметров. Петли провязываем лицевыми и в лицевых, и в изнаночных рядах. Итак, вот я вывязала вторую часть моего слитка. Как я сказала, эта часть у меня будет равна вот этой части. Здесь, если пересчитать, у меня сейчас получилось 28 платочных дорожек. Вот они у нас идут так. Вот я вязание держу лицевой стороной к себе. Также вот я еще провязала лицевыми петлями лицевой наш ряд. Дальше вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас я буду приступать к запуску наших петель. Запускать я буду обычным способом. То есть первую петельку я снимаю, следующую петлю я провязываю лицевой. И вот снятую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Еще раз. Петелька у меня одна находится на спице. Следующую петлю я провязываю лицевой. Дальше петля, которая у меня была на спице, я протягиваю через провязанную вот и спускаю. Провязали,
протянули, спустили. При запуске петель стараемся контролировать натяжение вот петель и нити так, чтобы край этот не был сильно перетянут. После того, как мы закрыли все наши петельки, ниточку от моточка можем обрезать. Дальше петельку эту я вытаскиваю подлиннее. И дальше в нашу эту петлю продеваем вот этот кончик от моточка. Когда мы будем обрезать кончик от моточка, оставляем его подлиннее так, чтобы нам хватило его сшить наш следок. Дальше вот этот наш кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать наш следок мы будем по лицевой стороне, поэтому я беру, складываю следок пополам, и сшивать мы сейчас будем вот начиная с задней части нашего следка. То есть мы сейчас сошьем заднюю часть, затем подошву. По задней нашей части я буду сшивать наш следок вот за кромочные петли. То есть я буду вставлять иголки с изнаночной стороны на лицевую вот под вот эти дужечки. Нитка с иголкой вот расположена на стороне, которая ближе ко мне. Соответственно, я сейчас вставляю в противоположную сторону иголку в кромочную мою петлю вот с изнаночной стороны на лицевую. Иду на эту сторону. Также вот за кромочную петлю вот я вставляю иголку с изнаночной стороны на лицевую. Смотрим, где наша следующая идет. Вот петелька кромочная, вот она у нас идет. Также вот с изнаночной стороны на лицевую я вставляю иголку и ниточку вывожу. На эту сторону вот наша следующая идет петелька с изнанки на лицо. Вот я сшила заднюю вот эту часть. Так у меня шов смотрится вот с лицевой стороны. Так он вот смотрится с изнаночной стороны. Все абсолютно гладкое. Дальше этой же ниточкой мы будем сшивать, вот продолжать нашу подошву. Нашу подошву я буду сшивать вот за крайние петельки вот из платочной вязки. То есть вот идет кромочная петля косичка. Я буду сшивать не за вот эти косички, а вот сразу после косички идет первая петля из платочной вязки. Справа налево я буду вставлять иголку. Сначала с одной стороны, затем вот иду на эту сторону. И здесь точно так же вот платочная вязка и вот первая петелька справа налево. Следующая вот платочная дорожка справа налево. И здесь также вот смотрим. Следующая платочная дорожка вот справа налево. Таким образом сшиваем нашу подошву до конца. Обязательно контролируйте, чтобы вот здесь в этих местах желтые полосы и серые у нас обязательно все здесь совпало. После того, как мы сшили вот нашу ступню полностью, перед тем, как выводить нитку на изнаночную сторону, вот потяните хорошенечко вот так ступню, убедитесь, что ничего здесь не перетянуто. И дальше вот сюда в центр вставляем иголку и выводим эту ниточку на изнаночную сторону. Дальше, после того, как мы сшили нашу ступню, вот это идет верхняя часть моего следка, ниточки вот начало и конец моего ряда, где я вязала вот желтые мои полосы, я еще не прятала, поэтому вот более длинный кончик я одела в иголку с большим ушком, и сейчас я буду вот собирать вот эту часть мыска. И вот таким образом в кромочные петли гармошечкой я вот так собираю эти все петли на иголочку. Дальше я это вот так все аккуратно затягиваю, при этом можно вот эти края все ровненько расправить, так чтобы вот эти серые полосы здесь ровненько лежали. Дальше второй наш кончик, у нас получилось, что два кончика сейчас расположены рядом. То есть второй наш кончик я крючком вот вывожу вот сюда в обратную сторону. И здесь завязываю вот такой вот закрепляющий узелок. То есть этих две части. Один раз. И второй раз. Теперь нам нужно здесь шить небольшой вот участок, вот этих два края между собой, вот таким вот образом. Поэтому вот я беру ниточку серого цвета. При желании, в принципе, можно здесь было и желтой этой ниткой все сшить, так как здесь у нас будет помпон, и из-за помпона это все будет не видно. Сюда в центр вывожу вот ниточку, кончик этот я потом в конце спрячу, я его вовнутрь пока кладу. И вот такими вот стежками небольшенькими
я должна сшить вот раз, два, три, 4 дорожки платочных с этой и с этой стороны между собой. Дальше мне осталось сделать только обвязку. Обвязку я буду делать крючком номер 3 миллиметра. Я буду делать ниточкой желтого цвета. Обвязку я рекомендую все-таки делать, так как благодаря этой обвязке край этот получается такой плотный, он стабильный и фиксированный. И благодаря этой обвязке следок хорошо будет держаться на ноге и не будет спадать с пятки. Поэтому вот сюда я вставляю наш крючок, беру ниточку желтого цвета, вынимаю первую петельку и дальше в каждую кромочную петлю я буду провязывать столбик без накида. Первый ряд обвязки я провязала, далее продолжаю вязать второй ряд, но во втором ряду я провязываю это не столбиками без накида, а соединительными столбиками. То есть вставляем наш крючок в петельку, вынимаем петлю и эту петлю сразу же провязываем через ту, которая у нас находится на крючке. То есть вот петелька на крючке, вставляю крючок вот в кромочную петлю, вынимаю петлю и эту петлю сразу же провязываю. При провязывании контролируем натяжение нити и петель так, чтобы этот край не был сильно перетянут. То есть не нужно эти петельки сильно затягивать. То есть вынули, провязали, ничего сильно перетягивать тут не нужно. Вытянули, провязали. И вот, друзья, после того, как мы провязали 2 ряда обвязки, кончики по изнаночной стороне прячем самостоятельно, любым удобным для вас способом. И нам осталось только сделать какой-то декор вот в эту часть. Я буду украшать вот эту часть вот таким вот маленьким помпончиком. Как сделать такой помпон, давайте в самом конце видео я вставлю небольшой кусочек, где покажу, как сделать вот такой помпончик. Быстро и просто. Также при желании можно украсить здесь эту часть каким-то цветочком. Вот у меня был в наличии цветочек. Я сюда просто для примера вот приложу, чтобы вы видели. Если вы следки захотите украсить каким-то цветочком, ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку на плейлист, где у меня есть разные варианты вот таких вот цветочков, благодаря которым можно вот украсить, к примеру, следки. Итак, друзья, надеюсь, данное видео для вас было понятным и полезным, поэтому поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.